Близнецы, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале, и для вас я снимаю ваш таро-прогноз на май 2023 года. Будем с вами смотреть основные моменты по всем сферам жизни, а именно работа, финансы, здоровье, личная жизнь, общая энергия месяца, рекомендации от карт. И посмотрим на оракуле неожиданность периода. Поэтому настраиваемся. Так, общая энергия, работа, финансы, здоровье, личная жизнь и совет от карт. Сейчас поднесу арканы повыше, чтобы вам было хорошо видно, и приступим. Итак, общая энергия месяца. Вот здесь шестерка мечей. Это, знаете, как искать место, где вы бросите свой якорь. Это может касаться в плане отношений, в плане работы, для кого-то место жительства. Вообще, в принципе, месяц такой легкий на подъем, потому что здесь могут быть путешествия, поездки, командировки, просто перемена места, знаете, на выходной день куда-то поехать отдохнуть. А для кого-то даже более глобальным аспекте это будет смена места жительства. Не зря вот вы здесь будете определяться, да, где же все-таки осесть, где бросить свой якорь. Посмотрим, в какой из сфер это будет наиболее актуально. И по пажу Пентаклей речь идет о следующем. Во-первых, вы это можете определяться в плане, допустим, университета. Если вы собираетесь куда-то поступать, получать дополнительное образование, курсы, мастер-классы. Опять же, если смотреть по этим картам, это определять будущее своих детей, куда им поступить, какая школа, какое дошкольное учреждение или какое высшее учебное заведение. То есть будете ездить, смотреть, прощупывать почву, собирать для себя информацию. Для кого-то это переезд к детям по ряду причин. У каждого они могут быть свои. Я не говорю, что конкретно жить вместе, да, но может быть локационно в тот город, где находятся ваши дети, может быть ваши внуки. Если карты смотреть с точки зрения работы и заработка, у вас здесь, как мы видим, падает четверка жезлов. Карта стабильности. Вообще для кого-то она может символизировать работу на дому, то есть как дистанционного плана, так и работу, допустим, в частном порядке, то есть у кого-то на дому, будь то там дизайнер или вы, допустим, занимаетесь поддержанием чистоты в доме, готовкой в доме. Для кого-то это работа в сфере недвижимости, у кого-то гостиничный, ресторанный бизнес. Кстати, еще по этой карте очень часто проходит ивент-агентство, то есть можете себя реализовать в этой нише. Но в целом это, знаете, карта праздника, карта стабильности и зоны комфорта. Посмотрим, как она будет раскрываться для тех, кто сейчас не работает. По королеве мечей, по сути, это вы сами, собственной персоной, это все-таки создать себе те условия, в которых вам будет комфортно. То есть это работа или подработка на дому, или что-то здесь в частном порядке. Но текущее положение вещей вас устраивает. Более того, вы даже не ищете какие-то для себя альтернативы и перспективы, потому что здесь вы ощущаете баланс. Вот вам все подходит, вас все устраивает. И если вы у нас соискатель, по пажу мечей это смотреть, изучать, анализировать, сопоставлять, сравнивать. То есть искать все-таки свое место под солнцем, ту нишу, где вам будет комфортно. Трудоустройства здесь пока еще нет. То есть вы здесь в поиске. Видите, изучайте подробно какие-то материалы, какую-то информацию, которая вам приходит извне. Но тут еще как выжидательный период. Если же вы у нас наемный сотрудник, четверка жезлов и справедливость. Это может быть, в принципе, реструктуризация вашего предприятия, какие-то глобальные перемены, вплоть до того, что может идти перемещение в новый офис, опять же, проверки, экзамены, верификация, то, что поспособствует, возможно, вашей стабильности. Ну и, кстати, четверка жезлов и справедливость очень часто указывают на ситуацию, когда вам идет перерасчет за выслугу лет, за стаж лет. То есть получаете какие-то дополнительные надбавки. Если же у вас вы собственный бизнес, четверка жезлов и четверка мечей. Все стабильно, и вы здесь на отдыхе. То есть вы можете кому-то делегировать свои задачи, свои полномочия, сами отправиться отдыхать. Каких-то глобальных перемен у вас здесь по этому вопросу я не вижу. Если посмотрим финансовую сторону вопроса, интересно, у вас здесь ложится аркан, который говорит о том, что вам придется бороться. Не могу сказать, что с финансовыми трудностями, но
искать для себя новые источники дохода. Почему? Потому что данный аркан, он предполагает, знаете, как бороться, отстаивать, экономить, накапливать, очень грамотно распоряжаться своими ресурсами, а именно сопоставить свои доходы с расходами, чтобы потом не попасть в просак. Если смотреть вопросы здоровья, по вопросам здоровья у вас все прекрасно, потому что королева жезлов, она всегда указывает на ситуацию процветания, хорошего самочувствия, знаете, такого повышенного уровня жизненной энергии. Это когда энергия бьет ключом, бурлит вас, вне зависимости от того, мужчина вы или женщина. То есть это вопрос хорошего самочувствия и процветания, улучшения внешнего вида. Для кого-то, может быть, даже наладится режим дня, когда вы там высыпаетесь, отдыхаете, у вас действительно плодотворный, комфортный сон. То есть вы отдыхаете душой и телом. То есть здесь полны сил, поэтому все прекрасно. Если смотреть вопросы личной жизни. Звезда. По звезде у кого-то далеко идущие планы и надежды. Кто-то встретит свой идеал, потому что все-таки это исполнение мечты, это достижение цели. Также может идти знакомство с человеком известным или медийным. Но для кого-то эта карта может отыграться в минус, потому что очень часто звезда у нас является символом холода и отчуждения. Как будет конкретно в вашем случае, сейчас будем просматривать. Итак, для тех, кто у нас на данном этапе жизни свободен, что у вас здесь? Звезда и рыцарь мечей. Здесь может идти знакомство на расстоянии или в дороге. Для девушек это знакомство с мужчиной горячих восточных кровей. Для мужчин это в первую очередь, вот у вас немножко другая ситуация. Для мужчин это резкость, это колкость, это закрытость, это сарказм, это излишняя язвительность. Почему? Потому что все те, кто вам будут попадаться, знаете, как все не те и все не то. Вот как сложно встретить свой идеал. Это, знаете, как сидеть и дожидаться, пока не появится именно вот та, которая западет вам в душу. Если же вы в любовных треугольниках, по королю Пентаклей здесь все стабильно и без изменений. И развитие отношений зависит здесь строго от мужчины. Вы будете здесь надеяться на стабильность, на тот факт, что, возможно, мужчина предложит вам руку и сердце, стабилизирует ваши взаимоотношения. Но если посмотреть по аркану дурак, это может быть, знаете, как новый цикл, новое начало, не раньше следующего года. А пока отношения легкие, ни к чему не обязывающие, хотя у вас здесь теплится надежда. Для мужчин, если смотреть, это тоже, знаете, такой, не могу сказать, что прям флирт и роман, но отношения, скажем, которые вы не рассматриваете как серьезные или далеко идущие. По принципу будет, как будет. И если смотреть ситуацию для тех, кто в стабильных союзах, то звезда и колесница – это прекрасные карты, это совместное движение вперед, это достижение поставленных целей, задач. Пусть вы движетесь медленно, как улитка, но здесь воспринимайте ситуацию по принципу «тише едешь, дальше будешь». Почему? Потому что тут поэтапное достижение задач, тех результатов, которые вы себе совместно прописали. Опять же, звезда и колесница. Это может быть как покупка дорогостоящего авто, о котором вы мечтали совместно, да? Или просто приобретение автомобиля, который скажется на мобильности вашей семьи, улучшит качество жизни. Опять же, поездки в те места, о которых вы давно мечтали. Или если вы, допустим, собрались эмигрировать или уже эмигрировали, это наконец-то видеть для себя какие-то возможности. Это как более легкая адаптация в плане переезда. Поэтому у вас здесь карты шикарные. Если смотреть ситуативно, рекомендации для вас. У вас здесь ложится аркан суд. Либо иными словами труба зовет. Это восстановление. Восстановление как после длительного периода застоя и спячки, можно назвать так. Потому что я знаю, что у большинства в связи с геополитической ситуацией была жизнь на паузе. И вот здесь это, знаете, как воспрять ото сна. Это основной посыл. Помимо всего прочего, суд – это всегда восстановление старых отношений, личных, дружеских, социальных связей. Для кого-то смена деятельности, для кого-то, возможно, возврат на прежнюю работу. Опять же, суд, восстановление связи с родственниками. Если вы особенно искали родовые корни, хотели понять или найти каких-то родственников, о которых вы давно ничего не знали, не слышали, самое время. Время завершать судебные процессы.
потому что карта к этому зовет и предполагает. Или, допустим, если по вашему решению было, скажем так, решение, которое вас не устраивает, то опять же до 15 мая, пока у нас следующий ретро-меркурий, можете подавать апелляцию, то есть она будет успешной, то есть возобновление каких-то юридических процессов, которые для вас идут в плюс. Опять же, раздел имущества, вопросов наследства и так далее и тому подобное. Смотрим с вами на неожиданность этого месяца. Что же здесь? Ох, интересно вам падает аркан фильтр. То есть будете все смотреть через призму своего собственного восприятия. Иными словами, аркан вас призывает, по сути, отфильтровать все происходящее в вашей жизни. То есть какие вопросы для вас являются ключевыми, объективными или субъективными. То есть пересмотреть, что для вас важнее. Опять же, через какой фильтр вы видите себя или как вы считаете, через какой фильтр воспринимает вас социум. Здесь, знаете, как раскрытие потенциала четкого вида и посмотреть детально на все происходящее под другим углом. Это сродни аркану повешенный, который у нас есть в колоде Таро. Так вот здесь аркан фильтр, он показывает ту же самую ситуацию. Почему? Потому что здесь попытаться оценивать не то, как вас, допустим, видит социум и остальные, это посмотреть объективно на все происходящее без какой-то шелухи, без какой-то фальши, без каких-либо прикрас. Опять же, карта фильтр всегда вас призывает фильтровать информацию. То, что вы видите, то, что вы слышите, но по принципу многие ведутся на какие-то инстаграмные картинки и пытаются соответствовать этому образу жизни, а по факту это является фальшью в большинстве своем. Поэтому не все то золото, что блестит. Фильтруйте информацию, фильтруйте то, что вы видите и слышите, и будет вам счастье. Вот к этому вас призывает аркан. Мы, конечно же, для вас закроем весь негатив позитивом, чтобы для вас месяц был очень удачным, счастливым, комфортным, благополучным. И, конечно же, чтобы все начинания давались очень легко, а все какие-то неудачи миновали вас стороной. Я традиционно прошу вас по прошествии периода дать обратную связь, так сказать, энергообмен, как отыграется для вас этот расклад и эта информация. Буду вам за это крайне признательна. С вами не прощаюсь. До новых встреч.